Давненько я не приносил домой ликеры. И сегодняшний ликерный герой Диссаронно Original и его пробуждение. А сегодня я собираюсь выяснить, похож ли он на Фруко Шульца Моретто, стоит ли он своих денег, как он смотрится в простом коктейле с виски и какое место он займет в моем алко-рейтинге. Ну и конечно же, доброй пятницы. С вами Пятница и ее завсегдатый Алко-Витек. Выпьем. Производитель этого ликера Илва Саронна. Страна происхождения Италия, импортер Синергия Импорт, то бишь Белуга. Бутылка у него непростая. Типа фляги, вся асимметричная, никаких ровных граней, вся в каких-то тиснениях, с квадратненькой крышечкой. Бутылка смотрится недешево. На этикетке ничего особо интересного не написано. Ароматизатор ванили, ароматизатор миндаля. Будем пробовать. Я думал, под этой пробочкой будет что-то еще, но нет, это просто пластиковая пробочка, винтовая. Как ее неудобно закручивать. Пахнет амаретто. И немножко спиртяжкой отдает. Раньше на этой бутылочке была надпись амаретто, но потом она куда-то исчезла, и сейчас ни на официальном сайте, ни на самой бутылке надписи амаретто нет. Ой, спиртяжка в нос бьет. Прям сильно в нос бьет. О, крепко. 27 оборотов эта штука. Но у него есть плюсы. Он не такой сладкий. Пьется как крепкий напиток. Если бы я не знал, что там 27 градусов, я подумал, что там 40. То есть Куантро пьется так же. Белуга Хантинг тоже пьется так же. Крепенько. Неплохо. Фруко Шульца Моретто 25 градусов, сладенький. Крепость вообще не чувствуется. В этом есть и минус. Он очень сладкий. Здесь крепость чувствуется, а самого ликера не так много. И запах спиртяжный. Может быть, это хорошо. Мне больше понравилось это. Между первой и второй. Боря в стакане. Спиртяжка уже пора. Ну, понятно. Второй бокальчик, спиртяжка стала еле заметная. Но красота. Почему сегодня купил его? Была шок-цена в Винлабе. По шок-цене я его купил за 1295 рублей. Без шок-цены он стоит 1850 рублей. На официальном сайте предлагают смешать Диссаронно с газировкой и лимонным соком. Есть еще популярный рецепт. Диссаронно и апельсиновый сок, и только апельсина, но, как истинный адепт вискаря, я хочу смешать это с виски. Как одноименный коктейль, крестный отец. Этот бокальчик в сторону. Есть у меня один вот такой бокальчик. И есть у меня второй вот такой бокальчик. С чем будем мешать Диссаронно? Два бокальчика я поставил не просто так. Один мы смешаем вот с этим вискарем. В будущем я его пробужу обязательно. А второй бокальчик будем мешать с Black Beast от группы Ладога, который у меня остался с прошлого видоса. Мерить будем вот этой стопочкой. 60 мл виски, 40 мл Диссаронно, лед по вкусу. И да, виски будет разный. Первое. Лед по вкусу. Завелся Витюшка, коробочка льда, и готов рассыпать туда и сюда. Думаю, хватит. Второе. 60 мл виски. Эта стопочка, она как раз 60 мл. Сир Эдвардс. Black Beast Ладога. Ну и Диссаронно Original. Китайская палочка для перемешивания. Не знаю, откуда они берутся. Но перемешать это надо. Итак, пробуем виски Ладога Black Beast. Крепко. Диссаронно почти не чувствуется. В таком коктейле Фруко Шульца Моретто просто убивал виски напрочь. Виски исчезал. Сквозь весь этот букет пробивается водка из Black Beast в сторону этого ублюдка. Теперь пробуем Сир Эдвардс. Запах благороднее сразу. Чувствуется купаж. Это гораздо лучше.
но даже сквозь коктейль пробивается спиртяшка Диссаронно. Я чувствую виски, слегка миндальку с ванилькой и спиртяшку. Неприятная вещь. Приятная вещь. Ликера в них обоих маловато. Давайте вернем это дело и добавим еще по ликерчику. В эти же бокалы где-то 20 мл сюда, где-то 20 мл сюда. Ладога. Да, сейчас ликерчик чувствуется. То есть надо поменять пропорции. С этим ликером Диссаронно надо 60 мл ликера и 40 мл вискаря. Сир Эдвардс красавчик. Он просто красит. Они друг друга красят. Вот это хорошо. А вот это не очень. Ладогу убираем. Виновника возвращаем на пиздестал. Похож ли он на Амаретто Фруко Шульц? Похож. Вкус напоминает Амаретто Фруко Шульц, но Диссаронно более слабый вкус ликера, меньше сладости и больше спиртуозности. Стоит ли он своих денег? По шок-цене, наверное, стоит, но за 1850 рублей я бы его не брал. Как же он себя чувствует в простом коктейле с вискарем? Слабовато он себя чувствует в простом коктейле с вискарем. С виски из категории дешевки его лучше вообще не бодяжить. Коктейль получается странный и неприятный. А вот с виски, которые рангом повыше, да, получается хороший коктейль. Причем, скорее всего, надо бодяжить 1 к 1. Диссаронно не очень сладкий и не перебьет виски. Если вы вдруг стали счастливым обладателем ДРУ, Верховный комиссар, с этим ликером все пойдет очень хорошо. И не забываем лед по вкусу. И какое место он займет в моем алко-рейтинге. К сожалению, опущу его ниже Фруко Шульца. Буквально на 0,1 ебал, но втащу ему этот минус, потому что стоит дороже, спиртозности больше, сладости меньше. То есть ликер Амаретто Фруко Шульц победитель в этой битве. Теперь о важном. Я сделал новый сайт с алко-рейтингом и ебалами, одноименный каналу alkovitек.ru. Там можно не только ознакомиться с моей оценкой напитка, а также поставить свою оценку, оставить комментарий, самому оценить напиток по 5-бальной шкале в виде звездочек. Приходите, комментируйте, смотрите оценку других посетителей. Не забудьте посетить страницу цели, там очень важная информация. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а далее я предлагаю вам посмотреть видеоролик, который предложит YouTube. Этот или этот. И помни, когда душа и алкоголь сливаются воедино, ты можешь действовать или бездействовать в любой ситуации. До встречи в следующую пятницу.